забирает из сустава продукты распада, разрушения, воспалительный процесс, и человеку становится лучше и легче. Но это нужно делать грамотно, с хорошим реабилитологом. Эндопротез – это не моторчик, который заставит вашу ногу работать. Мышцы должны работать. Когда у человека не работает нога, то он перестает двигаться. Он перестает двигаться, он начинает... Как только у человека есть боль в суставе, я однозначно рекомендую. Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем очередном выпуске нашей с вами прекрасной программы «Хорошая медицина». Ну и, естественно, всегда я стараюсь звать интереснейших людей к себе на встречи. Врачей, прежде всего, но и не только врачей. Но сегодня у нас будет, по моему мнению, я считаю, лучший хирург по тазобедренным суставам на нашей с вами встрече. И я его давно знаю, мы дружим давно, обмениваемся пациентами. И сегодня он пришел к нам. Это, дорогие друзья, Иван Константинович Еремин. Привет, Вань. Здравствуйте. Вот. И сегодня мы поговорим о здоровье суставах в принципе с вами. И с Иваном Константиновичем, конечно. И кроме этого обязательно поговорим и о здоровье тазобедренных суставов более детально. Потому что если ноги плохо ходят, сустав болит, ничего не получается. Да? Никакое здоровье не срабатывает. Вот даже, допустим, ходьба. Да? Я же пропагандист ходьбы. Все время ходьба, ходи. А куда будешь ходить, если сустав болит? Почему я считаю Ивана Константиновича Еремина, который сегодня ко мне пришел, самым лучшим хирургом по тазобедренным суставам у нас в России? Потому что я знаю, во-первых, как он оперирует, качество его операции, а во-вторых, я, вот знаете, как всегда хирургов так оцениваю. Вот тот хирург, который до последнего не хочет оперировать, вот, говорит, не буду тебя оперировать, иди отсюда там, все, иди что-нибудь другое делай. Ну, до последнего отказывается, ищет пути, как этой операции избежать. Вот этот хирург самый лучший. И в данном случае Иван, он у нас именно такой хирург. И таких хирургов я очень люблю и к себе всегда зову. Дорогой Иван Константинович, расскажи нам, пожалуйста, как ты стал вообще хирургом, про своих учителей, потому что это всегда мне интересно и нашим слушателям, зрителям интересно. Ну, изначально я хочу сказать спасибо за приглашение, Александр Юрьевич. Мне очень важно это сделать для наших людей, для наших подписчиков, и чтобы больше людей знало, что такое боль в тазобедренном суставе, как сохранить суставы. Если отвечать на ваш вопрос, как я стал хирургом, мой дядя, он был и есть стоматолог, и мои родители всегда говорили, что вот смотри, врач всегда знает, всегда развивается, всегда учится, постоянно стажируется и приносит людям добро, пользу, вот, и, конечно же, зарабатывает себе на хлеб. Его знал весь город, где я родился. И где ты родился? Я родился в Оренбургской области, город Бузулук. И я видел, какого уважения он, что он постоянно в развитии. Это я помню, у меня батя такой тоже, знаешь, я помню в детстве вот эти картины, когда идешь, я же из Подмосковья, сейчас это Москва уже стала, а я из Троицка. Вот. И батя мой, он до сих пор там главный хирург Троицка. А тогда, вот когда был вот такой вот, вот это закладывается с детства, вот идешь с ним по Троицку, весь город его знает. Что у меня за батя вообще? Кто это? Что это за человек? Что это за человек такой? Все его знают. Здравствуйте, Юрий Васильевич, там, пожалуйста, проходите, пожалуйста, то есть вот это вот на подкорку, да, записывается? Конечно. У тебя через дядю, да, такое пришло? Да. Я поступил в медицинский институт, конечно, хотел быть военным врачом. Далее перевелся в Самарский военно-медицинский институт и думал, что все, теперь Питерская академия,
но понял, что военный врач не для меня, потому что это больше организаторские способности, хотя и там я этому набрался и сам руководил отделением травматологии и ортопедии 7 лет. И я понимал, что мне нравится делать коленный эндопротезирование коленного сустава, тазобедренный сустав. Моя вся карьера начиналась с артроскопии коленного, плечевого сустава. Ну, артроскопия, друзья, это когда мы через прокол заводим эндоскоп и там смотрим, что у нас там происходит. Да. И можем кое-что прооперировать. Да. Вот. Я начал ездить по различным клиникам зарубежным, видел, как на европейском уровне выполняют операции. Далее заинтересовался прямым передним доступом. Да, они, конечно, педанты этого дела. И когда я увидел, что хирург, профессор, который в своем деле уже 20 лет, он оперирует только тазобедренные суставы через прямой передний доступ, это новейшая методика, именно чтобы малокровно все это раздвинуть. И без травматизации мышц. Не сзади через ягодичную мышцу там пилить, а просто передние раздвинуть и зайти туда. Да. Суставчик вскинул, поменял. Пространство, конечно. Вот. Увидел, как это делается профессионально. Раньше я боковым доступом пользовался при замене тазобедренного сустава. Вот. И как только я увидел, как пациенты восстанавливаются, ну, естественно, это большая разница. Даже в начале... Ты у него учился, да? Да. Как зовут? Профессор Кристоф Картен. Это бельгийский профессор. Ты прям поехал туда к нему? Да. Я написал ему письмо. Вот. Мне ответили, что мы готовы вас принять. Вот. Купил билеты, оплатил отель, приехал к ним в клинику. И, ну, наверное, раз 6 или 7 я у него был в течение 2-3 лет. Мастер-классы, да? Да. Это все было отработка на кадаверных материалах, также в операционной, и ассистенции очень много. Он вообще оперирует по 10-12 операций каждый день. У него 3-4 операционных дня, и вот на таком потоковом режиме выполняет. Слушай, ну это какой-то мастодонт прям. И оперирует только тазобедренные суставы. Слушай, ну вот мы как познакомились с тобой, что пришли пациенты, не первый, я же все время от пациентов все узнаю. Ко мне же мои пациенты всех ко мне приводят. Пациентов много, гипертоников же полно, вот, и они всех хороших врачей ко мне приводят. Так же и тебя привели. Ну как привели, просто рассказали и потом уже познакомились, да. Говорят, направили к вам. Сказал хирург, что оперировать пока не надо. Ну, говорит, что это за хирург такой? Сказал, не надо оперировать. Обычно хирург наоборот говорит, давай быстрее оперировать. Надо, не надо. Я сколько с этим сталкиваюсь по жизни, да? Ну, люди приходят, особенно нейрохирургии этим грешат по грыжам. Что вот надо, не надо, давай прооперируем. Надо, давай прооперируем. Зачем? Ничего не понятно. Вот, и вот скажи, пожалуйста, как вот ты понимаешь вот этот момент, да, что человеку нужно стараться сберечь свой сустав. Чем вот все-таки он лучше, чем свой сустав, да, вот чем он лучше с точки зрения вот хирурга, анатома, да, вот чем вот все-таки вот даже хорошие, вот как ты ставишь хорошие суставы, да, вот, ну, протезы, эндопротезы, тазобедренные, но все равно, вот ты же говоришь, вот надо постараться вот оттянуть там, да, этот процесс там, да, и так далее. Ну, потом уже при неизбежности поставить этот сустав. А все-таки вот чем все-таки наш природный лучше, чем тот, вот, который вставляют? Это очень хороший вопрос, и, наверное, он самый частый, потому что когда ко мне приходят пациенты, их достаточно большое количество приходит и говорят, а когда мне нужно поменять сустав? Кто знает? И это действительно, с одной стороны, сложный вопрос, но с другой стороны, такой простой. Потому что эндопротезирование, а именно замена тазобедренного сустава, это не спасение самой жизни, это улучшение качества жизни. Раньше, 30-40 лет назад, я даже помню мою бабушку, когда она ходила и по дому и говорила, что у нее болит сустав. Вот, я-то маленький бегал и не понимал, что там болит, из-за чего болит. Вот, но
не было такого метода, как эндопротезирование 30-40 лет назад. Были, но они были точечные в каких-то институтах, одна операция в год, когда готовили пациента полгода, потом полгода готовилась операционная бригада и сама операционная. Это сейчас на потоке, в каждой клинике можно увидеть, что выполняется эндопротезирование. Но самое главное, что не врач должен определять, когда пациенту нужно идти и оперироваться. Самое главное, пациент должен сам почувствовать. Естественно, врач должен определить показания к операции, а пациент должен самостоятельно определить, что настал тот момент, когда нужно прийти и прооперироваться, именно прийти к хирургу. И я всегда смотрю на своего пациента, а сейчас артроз молодеет, и приходит и в 30, и в 35 лет, и я понимаю, что на рентгене есть показания, есть уже артроз начальной степени, но так как возраст пациента еще молодой, а молодой возраст для эндопротезирования это до 50 лет точно, и если пациента клинически не беспокоит так сильно сустав, я всегда отправляю на реабилитацию. Когда я понимаю, что пациент с помощью грамотной реабилитации, грамотного специалиста может оттянуть оперативное вмешательство еще на несколько лет. Первое – это, конечно же, снижение веса. И это можно сделать только с помощью определенных условий. Ну, мы-то это делаем, то есть мы как бы, когда даем реабилитацию, у нас эндокринолог, диетолог и работает с диетой сразу, потому что это, ну, как бы… Это первое. Оно же получается у человека, вот люди не понимают, как замкнутый круг. То есть у него боль в суставе пошла, он начал меньше двигаться. Ну. А ест столько же. А никто же ему не объяснил, что надо и есть-то поменьше в этот момент, да? И у него набирает вес. Набирает вес, начинает ему давить этот вес на сустав, правильно? И разрушает еще сильнее. И как бы замыкается порочный круг. Да. Он начинает пользоваться чем? Обезболивающими препаратами, в первую очередь, да? Приходит там в поликлинику к ортопеду, даже не к ортопеду, а там просто к хирургу, например, да? Ну, тот ему раз назначил там НПВС, да, неспецифические препараты, типа диклофенака какого-нибудь. Вроде раз выпил, боль отпустила. А что он делает, когда боль отпустил? Со своим повышенным весом начинает больше ходить. И замкнутый круг. Ну, то есть разрушает, и в итоге, то есть этот момент-то, по сути дела, надо бы разрывать вот на этой поликлинической стадии назначением реабилитации. Да. Тогда бы люди не доходили вот до жизни такой. Но люди доходят. Вот сейчас полно людей, которые дошли уже до того, что у них там 3-я стадия артроза тазобедренного того же сустава, там, а у кого-то и асептический некроз, 4-я стадия, да? То есть, понятно, реабилитация – это способ сохранить или оттянуть операцию. Можно сказать, продлить жизнь своему даже больному суставу. То есть лучше плохонькая косточка, но своя. Да, естественно, как мама родила, уже такого никогда не будет, потому что уже запущен процесс разрушения сустава. Артроз – это генетические заболевания, которые прогрессируют с возрастом. Человек, когда начинает ходить с больным суставом, хрящ начинает стираться, в хрящевой ткани нету нервных окончаний, и тем самым оголяется костная ткань, в костной ткани есть нервные окончания, которые отвечают за болевой синдром, и возникает воспалительный процесс. В связи с этим, конечно же, слушай, а в тазобедренном суставе же есть еще артерия, которая питает головку, да, через связку. Да, через круглую связку. Вот там, друзья, есть головка тазобедренного, и она связкой крепится к впадине. Ну, я так показываю руками, чтобы понимали. И вот через эту связку проходит артерия из таза, изнутри, которая питает. И частенько эта артерия поражается, да, я так понимаю? В связи с артрозом, дегенеративными заболеваниями она спазмируется и питание прекращается. И вот идет тогда разрушение головки. Да, есть еще огибающие артерии, которые также питают головку, но сама суть, когда механически стирается хрящ, если это коксартроз, то у человека возникает болевой синдром. Если это асептический некроз, когда также нарушается кровоснабжение к головке бедренной кости, то костная ткань начинает уже изнутри разрушаться. Хрящевая ткань, которая покрывает головку, она в хорошем состоянии, но внутри костная ткань, она как, ну, если
аналогию провести, как труха, как вот дерево, которое разрушается. Вот. И человек каждый день ходит, он давит своим весом на эту кость, и костная ткань просто разрушается. В головке начинает коллапс происходить. Ну, то есть вот мы можем этот процесс, грубо говоря, диагностировать, да? Да. Вот приходит тебе человек, что ты смотришь, какие снимки? Однозначно обзор на рентген таза, Так. для того, чтобы я понимал толщина суставной щели, деформация головок, есть ли склероз на впадине. Если на рентгеновском снимке я не вижу каких-то показателей, однозначно смотрю клинически, чтобы увидеть, как человек заходит в кабинет, как он садится, как он встает, как делает движение на кушетке. Ну, покрутить там сустав Да. ему, да. Потому что бывает на Есть рентгене объем смотришь, движения. там головка вот такая какая-то уже там не такая, а начинаешь крутить, вроде объем движения. Да. Значит, реабилитационный потенциал еще Еще есть. приличный, да? Да. То есть связки еще не засохли, не задубели вокруг сустава. И мышечный каркас тоже еще мобильный. То есть оцениваешь рентген и так далее. Я вот еще люблю все-таки МРТ назначить, посмотреть, нет ли там внутри головки. Если на рентген снимке, на обзорном рентген снимке нету никаких показаний, но клинически у человека болит, то есть он жалуется, у него ограничение движения, в каких-то положениях у него боль, то однозначно 100% нужно назначить МРТ для того, чтобы выявить, в чем же причина. И с помощью МРТ исследования мы сможем поставить конечный диагноз. Именно диагноз для того, чтобы лечить. Ну, увидим, там есть Мы можем асептический увидеть, микроз. да, асептический Ну, то есть, микроз. друзья, на МРТ мы увидим, что внутри головки происходит, по сути дела. Отек можно увидеть, коллапс, то есть проседание костной ткани. Да, поэтому я вообще не любитель лишних там МРТ назначать и так далее. Ну, что касается тазобедренных суставов, то МРТ имеет смысл сделать, прежде чем, допустим, идти даже на консультацию к доктору. Там рентген обзорный, да, получается, МРТ иметь. Как неравнодушный профессионал, напоминаю вам, что если вы испытываете регулярное головокружение, тошноту, спутанность сознания, боли в шее, позвоночнике и суставах, вам поставили диагноз гипертония, диабет второго типа, остеохондроз, вы перенесли шунтирование или инсульт, советую незамедлительно записаться на прием в мою клинику по ссылке под этим видео. Ведь в своих клинических комплексах я собрал настоящих профессионалов, специалистов разного профиля, которые с радостью помогут вам вернуть прежнюю силу, энергию и подвижность. Советую не оттягивать начало вашей здоровой жизни. Вот у человека заболел сустав. Он начинает делать какие-то движения, да, прежде всего он что делает? Идет там к врачу, который, как правило, ему выписывает обезболивающий, нестероидный, да. Но это же неправильный, по сути дела, шаг. Это делают все, получается, Конечно. но шаг-то это неправильный. То есть надо назначить, вот ты что назначаешь? После того, как мы выявим причину, что да, действительно запустился процесс разрушения сустава, коксартроз, однозначно я рекомендую либо скандинавские палки, либо костыли. Даже если человек молодого возраста, я рекомендую хотя бы 2-3 недели разгрузить сустав. Дать отдохнуть. Конечно, вне зависимости, сколько он весит, какого он роста и какого он возраста, и чем он занимается. Потому что сустав, он испытывает давление. Для того, чтобы это давление убрать, нужно разгрузить. Это можно сделать при помощи дополнительной опоры. Человек берет костыли и при каждом шаге разгружает эту ногу. Не нужно прыгать на одной ноге. Ну, то есть нужно у многих ходить. же, понимаешь, скажешь костыли, там, знаешь, у людей, у человека волосы дыбом, там, все, там, мне костыли там назначили. Ну, во-первых, вот эти вот можно же, да, которые под руку, вот эти, сейчас современные, удобные эти костылики, там, по росту их там выстроил. Вот уже сразу, друзья, мы вам даем с Иваном советы, ну, как бы такие уже практические. Заболел сустав, человек вместо того, чтобы пить обезболивающие, надо купить вот эти вот подлокотные опоры, костыли. Либо скандинавские палки. Либо скандинавские палки, но они не такую дают разгрузку. Костыли все-таки посильнее разгружают.
И сколько походить? 2-3 недели. 2-3 недели, не надо стесняться, но вы себе помогаете, да, вы как бы себе обеспечиваете возможность, если там какая-то вам предстоит в будущем операция, ее отдалить максимально, правильно? Потому что чем раньше мы его разгрузим, тем больше он восстановится. Проживет. Правильно? Конечно. Ну, то есть Да. это логично. Чего ждать-то, пока у вас уже все там нога не начнет отваливаться, и брать эти костыли потом все равно? Да. По-любому, После да? операции Чего нужно будет. ее ждать-то? Возьми ты сразу эти костыли, разгрузись. Правильно получается? Да. 2-3 недельки, не надо стесняться, врач назначил. Можно даже без назначения. Потому что то, что сейчас сказал наш прекрасный доктор, который пришел, чтобы вам помочь сегодня, как избежать операции на тазобедренном, коленном суставе. В принципе, это относится ко всем суставам ног, правильно? Вот. Вам, никто этого не скажет. Вот, поэтому берем палки и разгрузим. Хорошо, дальше что советуешь? В 90% случаев все наши пациенты, которые Ну, то есть ходит он целый день, я еще дополню, потому что будут спрашивать, я знаю, будут писать, а что делать, я взял эти палки, что мне с ними делать? Ходить, куда вы идете, вот сидеть с этими костылями. Как только вы встали, сразу же костыли. Да. Вне зависимости дома, на работе, на улице. При осевой нагрузке должны быть дополнительная опора. Вот, но при этом боль начинает уходить, правильно? И что дальше советуешь? Если эта боль, которая находится в суставе, мешает сну, то однозначно рекомендую минут за 20-30 до сна выпить нестероидный противовоспалительный. Хотя бы день-два, для того, чтобы убрать воспалительный процесс. Ну, их много, нестероидных противовоспалительных, какой ты применяешь конкретно? Я люблю аркоксию назначать. Вот. Это не реклама, но это самый такой оптимальный это по опыту просто. Да, препарат, который помогает пациентам с суставной болью. В 90% случаев наши пациенты имеют излишний вес. 3, 5, 10 килограмм. И когда мне пациенты говорят, что я ничего не ем и не могу похудеть, я их понимаю, как мы уже ранее обсудили, что человек раньше ел и двигался, работал, то он перестал так двигаться и работать, но ест так же. Из-за боли перестал? Да. И получается так, что вот эта энергия, которая раньше у него тратилась, она начинает откладываться у него в жировой клетчатке. Тем самым вес начинает расти. И как только у человека есть боль в суставе, я однозначно рекомендую начать следить за питанием. И если есть излишний вес, начинать вообще снижать. 80%. Слушай, но даже если нет излишнего веса, по-любому там снизить килограмм на 5 не помешает. Конечно. Да, если да. уж он есть излишний, так там надо и 20-очку скидывать. Однозначно. Да? Вот. А если нет излишнего, но сустав заболел, ну, грубо говоря, разгрузи там, на ночь выпей там обезболивающее, да, и все равно 5-очку скинь. Да. Не помешает этот тебе для того, чтобы суставы твои это уже доказано, то, что когда человек идет по ровной поверхности, то каждый шаг испытывает нагрузку тела человека. Если человек поднимается по лестнице, то вес увеличивается в 5-6 раз нагрузка. То есть в среднем, если человек весит 60, 70, 80 килограмм, то когда он идет, давление одно. Когда он поднимается либо спускается по лестнице, то этот вес умножается на 5. Примерно 300-500 килограмм начинает давить на тазобедренный сустав. В моменте. Да. Это такая большая кувалда, которая при каждом шаге начинает бить по больному суставу, и клеточка за клеточкой начинает погибать. Однозначно я рекомендую всем следить за весом, и если он есть в излишке, нужно его убирать. Так, ну вот человек у нас, получается, разгрузился на 3 недельки, да, потом, значит, что еще? На ночь. Да. Обезболивающее, если, ну как это, здесь, недельку или сколько? Нет, 2-3 дня. 2-3 дня. Нужно понимать, если эта боль мешает сну, а сон – это важная составляющая нашего организма, для того, чтобы нервная система перезагрузилась, чтобы человек расслабился, чтобы он дальше был готов к другим нагрузкам на следующий день. Если нарушается сон, значит, начинает уже весь организм разрушаться. Ну, регенерация, нет? Конечно. Регенерация Головной мозг, во сне идет. сердце, желудочно-кишечный тракт начинает давать сбой. А все просто от одного сустава.
Поэтому обезболивающее 2-3 дня сбить вот этот пик, да, и потом, значит, у нас питание, диета. Но я всегда как рекомендую, это вот, кстати, совет всем пациентам, и тебе, может, на будущую практику, потому что люди не знают же, как скинуть вес. Я говорю, ешь сколько хочешь, но только белковую пищу. Вот жиры убери, там, углеводы убери из питания, да, полностью. Белки там, вот что там, куриная грудка там, этот самый. Я еще рекомендую каждому пациенту, если есть излишний вес, убрать молочное, мучное и сахарное. Ну, вот сладкое и жиры. То есть одни белки оставить, потому что жира у него, как правило, и своего достаточно. Он белки одни ест, там, курица, морепродукты, там, мясо, там, вот это все. Ну и овощи, клетчатка, чтобы это самое, бактерии наши в кишечнике не загрустили слишком сильно. Вот. Ну и переходим к следующей части. Это одно из основных, когда человек уже разгрузил суставы, то воспаление ушло, то нужно уже начинать делать упражнения. Упражнения все рекомендуют делать лежа на спине, либо то есть в воде. Получается, да, вот чтобы люди, ну, мы же как бы хотим, чтобы они поняли поглубже, да, то есть получается мы даем, по сути дела, ну, вот сустав, да, на него все время давит разрушение, и все время как бы он восстанавливается ночью, да, регенерирует. Ну, правильно. Ну, как воспаление уходит. Баланс добра, баланс добра и зла. Вот мы раз зло убрали, там, вес, костыли разгрузили, там, да, боль, чтобы получше высыпался, да, человек там, и так далее. То есть вот она пошла регенерация. А упражнения нам нужны, чтобы эту кровь нагнать туда, чтобы эта регенерация, она шла еще лучше, правильно же? Конечно. Ну, чтобы человек простой понимал, вот как это все будет Получается так, что когда человек успокоил свой сустав, вот этот пик болевого синдрома ушел, то нужно сустав поддержать. Поддержка сустава – это только за счет гимнастики и различных упражнений. Чтобы кровь туда загнать. Да, потому что кровеносная система, она несет артериальная кровь, кислород, питательные вещества, а венозная, наоборот, забирает из сустава продукты распада, разрушения, воспалительный процесс, и человеку становится лучше и легче. Но это нужно делать грамотно, с хорошим реабилитологом, для того, чтобы каждый человек, он индивидуален. У кого есть излишний вес, кто-то высокий, кто-то маленький, у кого-то есть хорошая физическая подготовка, у кого-то слабая. И только реабилитолог может понять, какую программу нужно дать именно этому человеку. Потому что придет женщина 70 лет, либо придет мужчина 35 лет, и программа не будет одинаковая для этих двух людей. Ну, понятно. Поэтому ты их и направляешь ко мне. Конечно, конечно. Когда это самое. Ну, значит, с этим понятно. Еще раз давайте, друзья, повторение мать учения. Затвердим в голове этот механизм. Разгрузить, обезболить, питание. Мы объяснили с Иваном Константиновичем вам, как за ним следить. Упражнения. Упражнения для этого есть... Вот у меня, в частности, есть программа в интернете упражнений, как это делать на домашнем уровне, с суставами, с позвоночником и так далее. Вот. А есть для этого клиника. Да, то есть моя клиника, других специалистов есть клиники, которые занимаются реабилитацией суставов. И это понятно. Теперь мы дальше должны перейти к тому моменту, вот, когда все-таки пациент решил, что вот нужна ему операция, и пришел к тебе. Ты его там, ну, если считаешь нужным, отговоришь, потому что бывает так, что пациент решил, а ему операция не нужна, понимаешь? Бывает такое, да. Ну, то есть у него в голове какая-то вот эта вот, ну... Кто-то сказал, защелкнуло ему, соседи прооперировались, и стало лучше, но нельзя совмещать, что у соседа и что у тебя. Я почему этот момент так тонко подметил? Потому что вот у меня был в жизни моей такой случай, пациент один, он с артрозом тазобедренного сустава, там была пограничная стадия между 2 и 3. Он русский, но переехал в Германию жить. И ну, так получилось, что он попал ко мне на консультацию. Ну, я увидел, что там у него потенциал реабилитационный достаточно большой, то есть подвижность в суставе, несмотря на то, что на снимке головка уже была достаточно уплощенная, но маленькая щелка там оставалась, и я как бы назначил ему реабилитацию, сказал, давай пока не будем оперировать.
И он начал заниматься упражнениями, там, я ему там подобрал комплекс и отправил обратно его в Германию, он поехал, там делал, но он мне все не верил. Ему кто-то вот это вот, ну, зашло в голову, вот это вот, что надо вот обязательно прооперировать. Я ему сказал, что ну, ты прооперируешься, ну, лет на 20 позже. Говорю, зачем тебе это вот, ну, сейчас? Сейчас, да. Вот. И он нашел там профессора очень именитого, Томаса Дика, в Германии, который там в одной из клиник элитных, там сеть клиник Асклепиус такая есть, и вот он там работает. И он мне рассказывает историю, потом приехал к нему, говорит, на консультацию, а тот тоже вот, ну, профессионал по тазобедренным и по коленным суставам. И он, говорит, сидит на меня, смотрит, профессор, таким хмурым взглядом, я ему все рассказываю, там, то все, 5-10. Он посмотрел, все, сустав покрутил и говорит, что вы от меня хотите? А тот ему говорит, а ему же легче стало уже, он же упражнения начал делать, там, вес сбросил, все, ну как вот все мы рассказывали. Он там говорит, доктор, все что угодно, только не операция. И он говорит, аж прям просиял, прям, понимаешь, у него прям лицо, как у ребенка стало. Говорит, вы не хотите оперироваться? Он привык, что к нему, ну, давай режь там, давай, приезжай все, давай там оперируй. Нет, говорит, не хочу. И правильно, говорит, не надо вам оперировать, вот занимайтесь вот упражнениями. И он заинтересовался очень этой системой упражнений и даже попросил его, чтобы он меня попросил, чтобы я приехал в гости. Я приезжал в гости, мы там с ним несколько дней, я к нему ходил на операции, потом мы обсуждали упражнения и так далее. То есть я к тому, что бывает так, что человек решил, к тебе пришел, такое бывает же, да? Конечно. И ты вынужден его отговаривать, говорит, не надо, давай там, ну, не сейчас. Реабилитация, попозже там, сохраним сустав там и так далее. Ну вот, хорошо, ладно. А бывает так, что решил пациент, пришел, и ты увидел тоже, что, ну, да, надо тебя прооперировать, чтобы, ну, дальше качество жизни было другое. И здоровье. Почему я сторонник операций на тазобедренных суставах в тех случаях, подчеркну, да, в тех случаях, когда они действительно уже необходимы. Потому что когда у человека вот больной сустав тазобедренный, вот это очень важно, это краеугольная такая вещь, которую, ну, вот мало кто понимает, знает из пациентов. Потому что он не дает тебе двигаться, ходить, бегать там. А вот ходьба – это основоположник нашего всего здоровья. То есть если человек не может много ходить, у него будет рушиться все здоровье, метаболизм будет рушиться иммунитет. Особенно противоопухолевый иммунитет будет падать. Сердечно-сосудистая система будет рушиться. То есть получается, что эта операция позволяет, если она вот действительно нужна, необходима, то она позволяет нам, по сути дела, человеку продлить жизнь на десятки лет. Не просто убрать боль, вот это ключевой момент, да, не просто убрать, а именно продлить жизнь на десятки лет вперед. Более того, по Всемирной организации здравоохранения все заболевания опорно-двигательного аппарата стоят на 3-м месте. Но если разобраться, они стоят после онкологии и после заболевания сердечно-сосудистых систем, заболеваний. И если разобраться, то, как вы правильно говорите, когда у человека не работает нога, то он перестает двигаться. Он перестает двигаться, он начинает набирать вес. Но он начинает набирать вес, у него начинает сердечно-сосудистая система рушиться. Метаболизм падает. Да. Метаболизм начинает нарушаться, клетки начинают генетически плохо работать. Отсюда различные опухоли и различные заболевания, новообразования. Да. И можно даже, наверное, сказать, что заболевание опорно-двигательного аппарата можно было бы поставить, конечно, на первую ступень и заниматься именно профилактикой данных заболеваний. И тогда, возможно, уменьшится риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот хотя бы в поликлинике не назначать НПВС сразу всем, сразу на реабилитацию, а говорить хотя бы вот эту всю систему, которую мы обсудили, да, сейчас там разгрузи сустав, там меньше ешь там того всего, больше ешь белка, да, НПВС применять для того, чтобы поспать, а упражнения применять для того, чтобы, ну, нормально себя чувствовать. Уже бы этого было меньше в разы.
Ну так хорошо, вот все-таки решение об операции принято, да? Дальше у нас момент такой. Ну, ты что оцениваешь прежде всего? Всегда клиника прима. Если человек пришел ко мне, и у него первый раз заболел сустав, и на рентгене я вижу, что есть изменения, конечно же, я отправляю его на реабилитацию. А реабилитация должна быть минимум год, когда до операции. То есть подожди секунду, то есть вот тебе пришел человек, он впервые столкнулся с проблемой в тазобедренном суставе. и понятно, что его надо оперировать. Видно, что есть показания, но клинические они не такие серьезные. То есть у него есть объем движения, у него болевой синдром, который приносит ему дискомфорт, а не стойкий болевой синдром. И То есть жить можно еще? Да, жить, работать, заниматься сексом. И когда я понимаю, что потенциал реабилитации, спать, что важно, да, конечно, спать. когда потенциал реабилитации у этого пациента есть, то от момента выявления коксартроза до операции должно пройти минимум год. Нельзя так брать сразу пациента и сказать, да, у вас есть коксартроз. В таком случае ты его направляешь как бы на длительную амбулаторную реабилитацию, то есть типа ко мне. Да, да. Я понимаю, что в течение года, если пациент выполняет все рекомендации и ему становится лучше и легче, то можно продолжать такого рода реабилитацию. Это называется консервативный путь лечения коксартроза. Если пациент говорит, Иван Константинович, мне стало легче, качество моей жизни устраивает меня в работе. Ну, как у этого пациента, который вот в Германии-то пришел, говорит, мне хорошо, стало легче, и он ему говорит, не надо тебя оперировать. Все верно. Но бывает обратная ситуация, когда человек пришел, проконсультировался, я его отправляю на реабилитацию, проходит 3-4 месяца, он говорит, я похудел, брал костыли, пил нестероидные противовоспалительные, делал гимнастику, но ничего не помогает. Состояние хряща и состояние костной ткани ухудшается. Главное его личное, конечно, болевой синдром. Болевое, да. И самое главное, качество жизни еще хуже стало, чем было там 3 или 4 месяца назад. Сон там плохой. Там, конечно. Вот это. Тогда я понимаю, что клинические проявления есть, жалобы есть, рентгенологические и МРТ мы подтверждаем, значит пациент готов на операцию. Тем более он уже и позанимался. Да. То есть здесь тоже, друзья, очень важный момент, ну, не упустить этот момент из вида, что вот одно дело, когда человек страдал от боли, там, да, и не двигался, там, и ел все подряд, там, и у него вес большой, там, да, и вот он попадает на операционный стол без всякой подготовки, там, да, потому что очень больно ему, там, и так далее, и у него вот такие вот ножки, там, худенькие, там, да, при этом вот такой вот живот, там, да, который он наел из-за того, что, ну, просто так же ел, а не двигался, и поэтому получил излишек. И он, получив эндопротез на операции, да, хорошо даже поставил ему доктор, вот Иван Еремин, разрезал, все через передний доступ, малокровно, все хорошо, без этих, но он потом в какой кондиции начинает на этом суставе ходить? Однозначно реабилитационный период будет дольше, чем ежели он бы занимался до операции. Вот, да, то есть вот этот момент важно понимать, что даже если у вас там, допустим, болевой синдром, там, но хирург вам говорит, давай хотя бы там недельку-другую позанимайся, вот там ляг там в реабилитацию, в стационар, там, да, пусть тебе поразрабатывают, так, чтобы у тебя мышцы хоть, там вес тебе немножко сбросят, там, да, ну как-то тебя приведут, то это лучше для вас, чем сразу вам этот сустав вставили, без подготовки, там, хотя бы двухнедельный, там, например. Вот. Ну, многие просто не понимают этого. Некоторые пациенты даже говорят, что, может быть, не будем терять время, как раз это время не будет потеряно. Он подготовится к операции, и будет хороший мышечный тонус для того, чтобы дальше сустав уже новый работал хорошо, с новыми мышцами, с сильными мышцами. Но если пациент не будет заниматься, а болевой синдром будет ограничивать сокращение мышечного волокна, то мышца будет атрофироваться. И вне зависимости, как профессионально сделает доктор операцию, мышца, она в момент артроза, она атрофирована,
И эндопротез – это не моторчик, который заставит вашу ногу работать. Мышцы должны работать. Если даже они не были отсечены, они атрофированы. И я однозначно рекомендую перед операцией заниматься гимнастикой, физкультурой, для того, чтобы хотя бы поддерживать мышцы в тонусе. Гимнастика, физкультура, белок, в общем-то, то, что мы как бы и рекомендовали для... Получается такая у нас беспроигрышная система. Да. Человек сустав заболел, сразу разгрузил, гимнастика, белок. И подготовился к операции, если она будет необходима. Если она нужна, да. То есть, если как бы нет, ну, как там уже пойдет, как организм решит, да, то есть там же все индивидуально. Ну, хорошо, а вот многие поэтому и боятся идти к хирургу, потому что они как бы считают, вот там пойду к хирургу, он меня там сразу там достанет нож такой вот большой из кармана там, да, и начнет там в кабинете прям меня разрезать, там отрезать что-нибудь там, да, мерить там, чертить на мне там, как он будет. Нет, друзья, настоящие хорошие хирурги так не делают, они наоборот вас хотят спасти от операции на самом деле, а не во что бы то ни стало вам эту операцию прям сделать. Столько пациентов у хорошего хирурга, что ему это не надо. Вот вас там это кошмарить, там пугать всякой всячиной. А он наоборот вас будет отговаривать. Тем более хирург плановый. Ладно, я понимаю еще хирурги, да, которые там имеют дело с экстренными делами, типа аппендицита, да? Перелом, аппендицит. Перелом, аппендицит, да, когда необходимо срочно принимать решение. А когда это все планово, это другой вопрос уже совершенно. Может интересовать очень многих, это сопутствующие заболевания, да? Перенесу, не перенесу операцию. Бывает же ситуация, когда ты вроде бы и хотел бы его прооперировать, а он не выдержит этого дела. Вот. И здесь встает вопрос наркоза. Многие пациенты приходят и говорят: доктор, я боюсь оперироваться, я думаю, что я не перенесу эту операцию, но поверьте, пациенты, что если на результатах исследования, анализов мы увидим, что ваш организм не сможет эту операцию перенести, мы просто не возьмем вас на операцию. Лучше человек пускай ходит с больным суставом, чем он не будет ходить вообще. Ну или направим на реабилитацию, чтобы его организм окреп, смог перенести эту. Конечно. Для этого перед операцией каждый пациент проходит предгоспитальное обследование. Сдает анализы, делает гастроскопию, делает УЗИ вен нижних конечностей, делает УЗИ шеи, делает ЭКГ, эхо, проходит терапевта, для того, чтобы мы понимали, в каком состоянии находится организм, насколько этот организм готов к эндопротезированию. И если мы выявляем какие-то заболевания хронические, а может быть эти хронические даже в обострении, то мы однозначно рекомендуем идти к специалистам по каждой системе. Если есть проблемы с почками, идет к нефрологу. Если есть проблемы с сердцем, идет к кардиологу. Это все выявляется на моменте до госпитализации. Слушай, ну там же у тебя же еще прекрасный анестезиолог, да, который может дать разные виды наркоза. Есть наркозы какие-то, которые полегче переносятся, да, есть которые потяжелее. Есть два вида анестезии. Это общий наркоз и спинальная анестезия. В 99% случаев мы используем спинальную анестезию. Когда делается укол уже в поясничный отдел позвоночника, мы не прокалываем спинной мозг, чтобы пациент не боялся. И просто жидкость, которая должна заморозить ноги, она идет в спинномозговой канал, и уже на уровне конского хвоста, это окончание спинного мозга, эта жидкость начинает блокировать все нервы. Блокирует нервную деятельность, да, и человек ничего не чувствует ниже пупка. И не двигает ногами. Вот, это позволяет нам выполнить безболезненно операцию. Если у человека есть деформация поясничного отдела позвоночника, и анестезиолог никак не может сделать спинальный блок,
потому что, как правило, у пациентов тоже страдает поясница. Ну, при коксартрозе, да, он конечно. перекашивается, и поясница у него вылетает частенько. Либо анестезиолог понимает, что есть определенные сложности с сердечно-сосудистой системой, есть проблемы с мозговой деятельностью, то в данном случае лучше выбрать общий наркоз. Это пациент будет под наркозом и под контролем тотальным от анестезиолога. И данный вид обезболивания, именно общий наркоз, мы используем только в 1% случаев. Ну, то есть в основном анестезиологу удается все-таки проколоть позвоночник. Да. И на данный момент мы еще используем новейшую методику, которая была просто открыта в 2018 году американскими хирургами, когда мы делаем блок тазобедренного сустава, и мы не используем наркотические анальгетики в раннем послеоперационном периоде. То есть человек может уже вставать через 2-3 часа после операции, ходить, двигаться, но мы блокируем ветки бедренного нерва, и эти веточки, они как раз и отвечают за болевой синдром в области тазобедренного сустава. То есть это уже после операции? Люди многие боятся, что вот это разрежут меня, а я после операции буду лежать и орать, мне больно будет. Нет. Вот это тоже этой методикой делается? Конечно. Это локальная анестезия. После спинального блока мы выполняем локальную анестезию именно тазобедренного сустава. Блокируем ветки бедренного нерва. И человек после операции уже встает. Мы не используем наркотики, потому что наркотик это... А чем раньше он встал, значит, тем меньше риск тромбоза? Конечно. Правильно? Мышечная помпа работает, икроножные, бедренные мышцы все работают. И нету застойных явлений в сосудах нижних конечностей. Человек уже начинает активизацию в ранний послеоперационный период. Нету никаких застойных явлений в мозговой деятельности и нету в сердечной деятельности никаких проблем. Ну да, твои пациенты, он ко мне приходит на реабилитацию уже после операции, уже там на 7-10 день уже приходит в клинику, амбулаторно начинают ходить, там, заниматься на тренажерах. Да. То есть это в порядке вещей. Особенно, когда до этого они позанимались подготовкой. И, мышечная память уже работает. Да. Хочется сказать вам, дорогие друзья, что движение – это жизнь, и поэтому вот то, что делает Иван Константинович, наш дорогой, он дарит своим пациентам, на самом деле, не сустав новый, да, который он вставляет на операции, а дарит им 2-3 десятилетия еще жизни здоровой, когда они могут двигаться, нормально дальше жить, активно действовать. А кому-то это удается и без операции даже сделать, причем на самом деле большинству людей удается избежать операции, и у кого-то бывает там вот так, что даже такой добрый хирург, как Иван Константинович наш, он все равно говорит, давай уже тебя прооперируем. Ну что, мне кажется, думаю, что это полезно будет для многих. Если будут у вас вопросы, друзья, пишите под этим видео вопросы. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.